Что? Что? Интересно, да? Лошади иногда так разглядывают меня. Наверное, редко люди им встречаются. Фу. Вот это вообще лежало, встало. Тут сарай какой-то полуразрушенный. Такие горы. Вот оттуда, откуда-то снизу. Совсем снизу я иду. Ой, тяжко, конечно. Зато красота вокруг осенняя. И лошадки пасутся. Я, кстати, очень мечтаю на лошадях покататься. Я уже забыла, что такое на лошади сидеть. Последний раз я каталась в детстве, далеком. Фух. Даже не помню, как это. Так хочется на лошадях покататься. Или просто хотя бы посидеть. Такие хорошие. Вот эта вот лошадь, она уже давно за мной наблюдает. Так на меня смотрит. А я же в гору иду с рюкзаком. Наверное, как-то странно для них это выглядит. Что? Ой, не могу. Понять не могу, что тут так редко с рюкзаками ходят, что ли? Что они так разглядывают. Ну что? А? Я не могу, вы меня так смешите. Все, это убежала. Оп-оп-оп. Ух ты, как красиво. А та не стала убегать. Ой, какие цвета. И эти, главное, смотрят, такие все встали. Ой ты, картина маслом. А вы мне дорогу-то уступите, товарищи? А? Вы мне дорогу уступите? Ну давайте, отходите. Ты ко мне пойдешь, что ли, малыш? Ой, ты маленький, ну иди. 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 Иди сюда. Ну иди, не бойся. Иди. Ему, короче, и хочется, и колется. Ой ты. Малыш. Не бойся. Ну, давай. Нет. Ну, пропустите меня, что ли? Чё, интересно, да? Любопытно? Да? Да? Ну, ой, ты. Ну, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну, на, понюхай. Все. Все-таки сошли. Не бойся, не бойся. Этому этот все-таки маленький, любопытный очень. Любопытный. Да, малыш? Его, видимо, мой голос привлекает, что ли. У меня привал. Я прошла вторую часть пути. Я, короче, разделила на 5 частей. 5-я это уже семицветная, если я сегодня до них дойду. Это уже будет конец пути. Я уже воды напилась. Тут родник недалеко. Вот вторая часть пути это родник. И вот у меня перекусик. Сейчас отдохну, сил наберусь, перекушу и с новыми силами дальше. Но я сегодня довольно бодро иду. Сразу видно, что я отдохнула, набралась сил. Котик мой бедный висит. Даже не стала его отстегивать. Зато такие красоты у меня тут. С такими видами я кушать села. Просто сплошные горы вокруг. Так, это мой обед, можно сказать. Орешки, манго, протеиновая печенька, которая вся рассыпалась. И маленькие сушечки. Ну и водичка. Такие дела. В общем, мне вот на эту гору. И, видимо, за ней озеро Белореченское. Там место под палатку. А уже после будет подъем на перевал Алюлю.
Тут черника растет. Сейчас чуть-чуть пособираю с рюкзаком, да еще на подъеме. Очень тяжко собирать, но очень хочется ягодки. Ой. За столько дней похода увидела чернику. Наконец-то. Какая красивая картина. Черника и шафран соседствуют. О, вообще картинка. Забирайте на рабочий стол. Во! Вторая горсть. Вот с такими видами. Просто ем чернику на подъеме. Это блаженство. Это намного вкуснее брусники. Я бы еще пособирала, но очень тяжело. Вот такой резкий подъем. Знаете, вот подъем может быть километр, 900 метров. Он настолько крут и довольно тяжело дается, что кажется, никогда не закончится. Вот когда прямой идешь, 600 там метров, 500, 600, 900 метров, это очень быстро проходит. А когда поднимаешься, это прям долго. У некоторых это очень долго. У меня побыстрее все-таки. Вот еще черники набрала. Интересно, что-то Мишаня еще тут не объел. Как это? Не ходит, что ли, по тропам за людьми? Вот такие руки теперь. Зато какая вкуснятина. Бонус на подъеме. До озера осталось 280 метров. А тут еще вот этот вот подъем. Видимо, где-то там за горой оно есть. Каких-то 280 метров. А подъем такой нормальный. Виды, конечно, сзади огонь. Вот тут вот вообще снежные горы обожаю. Они такие красивые, величественные, неприступные кажутся. Обалденные просто. И так тут классно, никого нет. Тишина. Внизу такие небольшие озерца или лужицы. Но видно, что они чистые. Прям красивые. Вот это прям аж такое малахитовое. Цвет малахитовый красивый. Ёшкин кот. Ну, наконец-то озеро показалось. Ничего, оно в глубине какой-то находится. Его до последнего не видно. До последнего. Походу перевал Алюлю вон там где-то. Сыпуха вижу там конкретная. Нормальный такой перевальчик. А вот тут типа место под палатку. С такими шикарными видами. Я думала, если сдохну, я здесь стану. Ну нет, я сдохла, конечно, но еще не совсем. Еще есть порох в пороховицах. Думаю, надо здесь передышку сделать. Это у меня 3-я часть. Фух. Я думала, этот километр 100 никогда, честно говоря, не закончится. Фу, и мне сейчас на Алюлю подниматься. Ой, блин, все, уже ноги спотыкаются. Заплеток языкается, ноги спотыкаются. Спотыки нагрыкаются. В общем, что-то так. Короче, подниматься около 900 метров потом еще. Крутого перевала. Я наверху, но потом вниз. Потом вниз около 3 км. Вот такое оно сверху. Озеро Белореченское. Там перевал в той стороне. Какая красота. Тут стоять, конечно, тоже здорово. Вообще виды. Огонь. О, как здорово, что я все это вижу. Сама, одна. Класс. Красота. Ой, можно даже залипать, но, блин, надо идти дальше. Погода непредсказуемая. Я почти наверху.
Ой, каких-то несколько метров осталось. Вот так вот Белореченское озеро сверху выглядит. На фоне таких прекрасных гор. И вокруг один курум. Сначала по куруму скачешь, а потом уже подъем начинается. Но он такой пологий, в принципе. Ура! Я перевалила перевал. Он не такой страшный, как его малевали. Вообще не страшный. Я даже устать не успела. У меня должна была быть 4-я остановка наверху. Я даже останавливаться не стала. Думаю, лучше я там по пути где-нибудь еще остановлюсь. Сыру перекусить. Вот озеро Юлю. Довольно большое такое. Возле него тоже можно стоять. Но нет, я хочу до семицветных пойти. Оно такое большое, что даже на ширике не входит все в экран. Длинное. Прямо аж он до туда. Жалко, холода стоят, нигде купаться не могу. Очень холодно. А вот эта вот гора, это тоже Алюлю. Гора Алюлю, озеро Алюлю. Аюлю, правильно говорить. Аюлю. Такая красота вокруг. И мне куда-то вон туда, в ту сторону. Но тропы вообще никакой нет. Фиг знает, где идти, короче говоря. Спуск идет вот по таким камням, камнищам. Ноги ломаешь без конца. Вообще. И тропы как таковой нет. Просто идешь, на карту смотришь. И прям изредка вот попадаются турики. И вот я не знаю, сколько мне так по камням прыгать. Чувствую долго. Потому что мне надо вниз, туда и, по-моему, туда куда-то. Короче, там то ли камни упали, то ли живность какая побежала. О, слышите? Не знаю, надеюсь, слышно было. Но так никого не видно из-за камней. В общем, поднималась я до Аюлю 7,1 километр. Не помню, сказала я или нет. 7,1 километр постоянный подъем. И, короче, этот подъем сложнее намного, чем сам перевал. Сам перевал более пологий и короткий. Ну, с той стороны, с которой я иду. А вот отсюда, я смотрю, если идти в ту сторону, это просто жесть. Тут просто все в камнях. В таких камнях. Идешь, ноги ломаешь, тропы теряешь без конца. Просто вообще, ну, камера, она вообще не передаст. Она не передает реально, как тут. Просто жесть. И причем, самое интересное, турики везде стоят. Там стоят, тут стоят, там стоят. Люди, вы что делаете? Зачем? Зачем везде ставить турики, чтобы сбивать людей с тропы? Просто трындец. И вот я постоянно тропу теряю. По этим камням прыгаю, ноги ломаю без конца. Вот. И мне до семицветных чувствую еще немало придется идти по времени, потому что, ну, по камням очень медленно идешь. Камни все живые, шаткие. Но вообще тут вокруг интересно из-за этого. Как в каком-то каменном замке находишься. Старинном, разрушенном таком, знаете. Вокруг такая разруха. И никогошеньки нет. Апокалипсис какой-то. Вот среди этого апокалипсиса я решила перекусить. Отдохнуть. Спина уже устала. Время 3:30. Осталось 1,5 километра, но вот по таким вот камням да холмам. Это не по равнине вам пройти.
Иногда 1,5 километра, бывает, идешь несколько часов, потому что прям жесткие. Ну, здесь не так жестко, но я сейчас торопиться не буду. Сейчас как раз солнышко пригрело, хорошо. Сыр и хлебцы. Пару кусочков. Я сначала подумала, что это семицветные озера. На карте посмотрела, а это без названия какие-то. Такие красивые названий нет. Прям странно. И тоже с такими видами шикарными. И там места под палатку вроде есть, на карте указано. Но я до семицветных пойду. Они чуть-чуть дальше. Подозреваю, там с горы надо будет спускаться. Наконец-то я хоть его увидела. Ё-моё. Красивое, большое. Но где-то там я буду стоять. Пока еще не знаю. Надо еще спуститься, вот это все. Крутизну эту все. Ё-моё, сколько иду, его не видно и не видно. Один раз вообще не туда ушла, на те озера пошла, а тут, оказывается, в другую сторону надо. А там такая тропа соблазнительно хорошая была, я по ней и пошла. А тут вообще просто ее нет. В общем, тут спуск по таким каменюкам. Не знаю, как сейчас прыгнуть тут. С рюкзаком он мне мешает. И куда-то туда все время такой спуск будет каменистый. Птичка прикольно сейчас пела. Она такие звуки интересные издает. И вид такой шикарный, птички поют. Такие огромные горы вокруг меня. И я одна, абсолютно одна. Как же это здорово. Странно, что живности никакой не видать. Озеро, конечно, очень красивое. Уже который раз с высоты снимаю, потому что я ж обратно не поднимусь, а снизу-то оно уже другое будет. И вот где-то посмотрела, где-то мне вот тут вот стоять надо. Место там должно быть под палатку. Там больше не знаю, не вижу, где там еще встать можно. Вот. Но труднодоступная. Очень сложно спускаться по этим вот камням. Ноги ломаешь без конца, тропы нет. Ну, вообще в горах вообще редко тропы нормальные есть. Хотя тут есть иногда. Получше, чем в Ергаках. В общем, 220 метров. 220 метров. Я не могу дойти. Почему лучше пораньше приходить? Потому что очень холодает. Чем раньше придешь, тем проще палатку будет поставить. Ветер сильный, холодно. Вот, у водоемов вообще всегда холодно. Хочу уже спуститься, да поставить палаточку свою тепленькую и занырнуть в нее от холода, от ветра. В общем, решила палатку вот здесь ставить повыше. Прям над озером. С таким видом. Шикарно. Тут, конечно, неровно. Ну, что поделать, одну ночку постою, не страшно. Вот там вот есть место получше где-то в начале. Там пониже и ближе к воде, и потеплее, ветер не так дует. Но далеко. Завтра мне идти потом это все. А там просто не видно, там есть подъемы. Короче, я решила как можно дальше уйти. Поставлю здесь с такими видами шикарными. Вот так вот видно все озеро и видно горы. Видно, какая тут красотища. С каким видом я буду стоять. Единственное, ветер. Холодно, надо быстрее палатку ставить. Вот оттуда я откуда-то пришла. Вот с этой вот сыпухи я спускалась, ё-моё. С этих крутых гор. Вот так я поставила палаточку свою с видом шикарным на семицветное озеро и с такими горами.
И никогошеньки. Стоять я буду здесь одну ночь. Такой ветер сильный поднялся, прям холодный. Под палатку задувает, что даже хоть и в тамбуре пришлось вот так огораживать, чтобы газ не сдувало. Все, время 6 часов, сейчас темнеть начнет. Искупаться я не искупалась, прям расстроенная. Погода не та, вообще не могу, я очень холодно. Я прям сидела, думала, сейчас пойду, сейчас пойду. Нет, я не смогла реально решиться, потому что прям очень холодно. Леденющий ветер сильный. Такие дела. У меня сегодня шикарный ужин. Картофельное пюре с овощами, паштет из тунца с хлебцами и с луком. И, если влезет, еще цикорий с вкусняшками. Вот так я шукую. Иногда думаю, вот так вот на запах медведь, придет. Все время в палатке боюсь из-за этого есть, что запах сильно может медведя привлечь. Ну, а там на улице не поешь, там очень-очень холодно. В палатке-то холодно. Я вся укуталась в пуховую куртку, кофтой ноги накрыла. И у меня еще флисовые носки и пуховые чуни сверху. Вот так вот греюсь. Какой там купаться? Бак реально. Холодно, очень холодно. Выползла из палатки, зубы почистить. Вот так вот она светится, фонарик у меня в палатке. На фоне гор. Уже все потемнело. Время еще только без 15:07. Видите, как быстро темнеет здесь. Все, уже ночь. Уже вообще темным-темно. Надеюсь, медведи тут рядом не ходят. Хотя ходят, конечно. Главное, чтобы в палатку не лезли. Доброе утро, земля. Время 6:40. Дубак неимоверный. Вообще самое сложное утром — это вылезти из спальника. Просто вообще невероятно. Так. Что там сегодня нас ждет? Ой, небо вроде бы синее. Ой, какая красота, солнышко встает. Вот это виды из палатки. Шикарная. Ничего нет лучше утром, чем горячего кипяточка с утра. Согревает. И таких шикарных, красивых видов. Это, наверное, самое лучшее с утра. Там вон на озере птички какие-то ныряют прям. Я им прям стою и белой завистью завидую. В такой ледяной воде нырять, в такой дубак. Я подумала, чем я хуже птички-то все-таки. Надо попробовать, как они понырять. Не, понырять не поныряю, но попробую зайти хоть.
дорогая. Я это сделала, блин. Котик, я это сделала. О, боже, как я этого хотела. Я бы ушла и жалела об этом всю свою жизнь. Ничего не бодрит лучше с утра, чем купание в леденющем озере в холодную погоду. Хорошо, хоть ветер прекратился. И смотрите, какое отражение в озере. Просто нереальное, чистейшее. Горы в воде. Горы в реку упали. Фу. Теперь быстренько греться. Греться, кушать горяченькую еду. И греться, греться, греться. А потом уже собираться. Ветер опять поднялся. Приходится вот так закрывать, чтобы вскипело. Вовремя я искупалась без ветра. Сижу и думаю, какая же я молодец, что я решилась. Я вчера уснуть реально не могла. Думаю, шла, так мечтала всемицветом искупаться. И такой дубак вчера, витрина. Ну и сегодня тоже очень прям холодно. Вообще прям, я согреться не могу, у меня руки, ноги замерзли. Опять пуховый чунин надела. Вон сижу вся, греюсь. Сейчас еще горяченького поем. И многие полагают ошибочно, что я это делаю для контента. Это я делаю для себя любимой, а не для контента. Что, я дура, что ли? Для контента в такую ледяную воду, в такую холодную погоду купаться. Меня никакими этими бы не заставить было, если бы это было для контента. Это для меня любимое. Я просто люблю такое. Люблю в диких озерах таких купаться, в таких местах шикарных, когда нет никого, единение с природой. Для меня это просто страсть. Страсть, не знаю, почему я это люблю, но вот люблю я купаться в таких местах. Всегда любила с детства я уходила там куда-то, с детского лагеря сбегала туда, куда нельзя, перелазила через ограду, купалась в озерах, которые за оградой находились. Пока озеро семицветное, здорово было тут стоять. Полное единение с природой, вокруг горы, никого нет, водопад шумит. Отличное место. Долго собиралась, что-то медитировала, так неохота было торопиться никуда. Солнышко светит, хорошо, тепло. И хочется
Хочется медитировать, не торопиться. Красиво-то как. Речка такая с водопада выбегает. Вдоль нее мне пока идти. Ух ты, сколько тут желтеньких шафранчиков растет. Крокусов. Какие красивые, солнцем подсвеченные. Как фонарики стоят. Там везде белые были, а здесь желтые. Ух ты. Цветет. Рододендрон цветет. Розовенький. Везде уже пожелтел. Такой желтый. Такие желтые поля рододендрона. А тут цветет, надо же. Везде уже сухой. Какая необъятная красота. Просто даже не тороплюсь, иду еле-еле. Любуюсь. Какая река широкая. Она так разливается. И бежит, главное, и с этой стороны. И вот там еще небольшой ручеек вытекает. Здорово. Наверное, это все большая Дука, в которой я спускаюсь. Но это ее начало, наверное, скорее всего. Такие краски сочные, осенние. Вон там вот деревья яркие, такие красивые. Осень уже, все. Ой, вообще, обалдеть. Я все иду, любуюсь, все никак с этой долины не уйду. Медленно иду, все снимаю, все фотографирую, потому что такая красота. Самое главное, тепло. Потеплело. Так потеплело, что вообще аж просто неохота никуда двигаться. Хочется везде залипать. Ну, не настолько, чтобы в юбке ходить. Я все равно в теплых штанах. Но вот мне в футболке вообще идеально. То, что я еще вес несу, физически двигаюсь. И за счет этого вообще прям очень комфортная погода. Такая, знаете, не летняя, а осенняя, но очень-очень теплая, когда солнышко пригревает. А папоротник-то какой невероятной красоты. Просто невероятной красоты. Ой. Как же здорово. Я вот все думаю, почему я не вижу никаких диких животных. Вот здесь вот сильно пахнет вот этими турами, козлами. Но нигде не видать. Я вроде одна иду, вроде тихо иду. Ни медведя не видать, ни туров никаких, ни козлов. Прям немного меня это расстраивает. Я была уверена, что я диких животных увижу и сниму, так как я одна и никого нет. Но что-то пока никто не встречается. А там вдалеке туристы идут, вижу, с собакой. Далеко-далеко. Красотища какая. Ой, рябинка там даже есть.
Флинт. Флинт. Ой, такой красивый, прикольный. И сразу пошел. Имя сказали, да? А, нет, я просто пошла. Вот туристы налегке идут, говорят, забросились. Да, заброска у вас была. Чтобы дойти до Семицветных озер. Нет, мы от асфальта вот, до рыбки 20 километров, в дошли. принципе, везде. И он не успевает отдохнуть. Вчера пришли такой... Вот и сегодня попросили, чтобы нас на УАЗике довезли вот ну тут вот километров, я не знаю сколько, километров 4. Ну, УАЗик приезжает. Вот нас от асфальта довезли, вот, чтобы маленько поменьше было. Надеемся, что будет меньше 20 километров. Больше 20 мы не хотим. Ну, ходить. сегодня у вас, если туда-обратно, то может быть... Ну, примерно, чтобы вот 20 получить. Поэтому нас он довез, оставил и все. Даже меньше у вас будет. У меня сегодня 10 километров переход в одну сторону. Ну я-то дальше иду. Ну, а мы вот хотим, чтобы получилось не больше 20. Это такой хороший пивось. Такое ощущение складывается, что вот эта береза выросла из камня. А на самом деле она за камнем растет. И я все не могу вот этими красками налюбоваться осенними. Какая же красота тут, а? Какая же красота. Я сейчас иду по комфортной тропке, прошла весь этот Курум. Сейчас хорошая такая тропа началась, не знаю, надолго ли. Ну, короче, вообще замечательно все. И красиво. Просто красиво. Невероятно. Я, честно говоря, так удивилась, увидев обычных туристов там в футболке и тапочках. И начала спрашивать, откуда они идут, как они до сюда добрались. А они вот сказали, что они заброску сделали. Несколько человек их идет. Вот. И собака с ними. Они говорят, больше всего собака устает. Вот молодцы, пенсионеры идут. Тут же в гору надо подниматься. Идут, чтобы посмотреть на эти красоты осенние. На это просто нереальной красоты озера. Какие молодцы. И собаку заодно выгуливают. Решила здесь привал сделать, небольшой совсем. Очень тут красиво, так березы вот эти красивые растут прямо у реки. Захотелось здесь немножечко посидеть, с березами покуковать. Такой шикарный вид с березы. Во все стороны красиво. Куда ни глянь. Вот в эту сторону мне особенно нравится смотреть. Река бежит, береза такая красивая, желтая. Видимо, озеро доступнее, чем я думала. Тут, видите, заброску делают, и потом люди идут пешком уже. Это примерно то же самое, что с той стороны, с которой я начинала. Люди ходят до Софийских водопадов и Софийских озер. До Софийских озер гораздо сложнее дойти. До водопадов проще и ближе. До озер уже не каждый пойдет.
этих лошадей копыта не перевязаны, они вообще свободны. И тех, что я ранее вот снимала там в горах. Вот эти лошади вообще круто живут. Раздолье им какое. Отдых на природе. Ой, балдеж. Мне кажется, лошади так редко лежат. Лежи, лежи, только не вставай, я тебя не трону. Ой, ты малыш. Опа, и дальше. Я прошла и дальше валяться. Ой, какая же красивая долина, с которой я иду. И сколько тут внизу лошадей. И тропа комфортная стала. Вообще комфортная. Ой, у меня привал. В красивом, тихом месте. Среди осенней красоты. Тут недалеко лошадки пасутся. Яркие, красивые цвета, березы, горы, река рядом бежит. Я так хорошо посидела, не торопясь, покушала, помедитировала. Какой сегодня хороший день. Такой замечательный. Он, конечно, осенний. Ветер холодный, особенно в тени вообще холодно. Если бы солнце спряталось, сегодня было бы очень холодно. Только за счет солнца тепло. И можно сидеть, медитировать. А то, о чем я мечтала. Правда, уже, можно сказать, на выходе. В общем, шла я вдоль реки, шла. И неожиданно для себя вышла аж на такую дорогу горную. Среди гор. По ней, видимо, туристов и забрасывают. И вот мне по ней еще 2,8 идти. Наверное, по ней. А может, потом спущусь опять к тропе, я не знаю. Я же здесь первый раз. Какая картина. Столько лошадей. Все практически черные. И на фоне гор. Ой. И бедные мухи их зажирают. Они пытаются отмахиваться как-то. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Да. Ой, на всякий случай отошла. А то как лиганет. Ой, у них тут же ребеночек же. Что-то их тут прям... А, тут тенек они, вот, видимо, в теньке тут. Лошади, дайте мне пройти. Ух ты, а там вон одна белая или серая. Приходится их, блин, по горе обходить. На всякий случай. Ой, одна из них так белая ворона, короче говоря. Вот стоит белая ворона. Это я. Среди черных белая. Такие коровы красивые. Ой ты. Мамка, наверное, с маленьким. Короче,
Короче, дошла я до места, где можно ставить палатку. Вон позади меня. А там кемпинг, короче. С машиной люди, с шашлыками. Тут же уже на выходе получается почти. Я завтра же хотела сходить на сказку Кавказа на озеро, в Радиалку. И походу я побоюсь оставлять палатку и вещи все. Потому что здесь дорога, здесь люди ездят, здесь вот кемпинги стоят. Я боюсь. Короче, у меня завтра радиалка, получается, наламывается. Я сказку Кавказа не увижу, к сожалению. Я немного расстроилась. Но, как всегда я говорю, все, что не делается, все делается так, как надо. Что-то погода опять портится. Как бы опять дождь не собрался, тучи черные ходят. Там в горах я не завидую. Дубак, наверное. Такое я место нашла для палатки. Ну, вот здесь костровище. И вот тут как раз одна палатка войдет. Правда, тут вот тропочка и сразу дорога. Зато тут река рядом, вода рядом. Поставила я палаточку. Надула там уже матрас. Что-то как-то холодает. Тут собакин ко мне прибежал. Такой радостный, я его погладила. Чувствую, он со мной останется, возможно. Но мне его кормить-то нечем. Ой, такой хороший пес. Такой хороший пес. За столько дней пса увидеть. Хотя я сегодня уже видела белого. Да, ты такой хороший. Мне тебя угощать-то нечем. Да. Только пару кусочков сыра есть. Нравится ему, когда его гладят, эту собаку. Да. Ай, ты-то еще погладь, еще погладь, еще погладь. Просит, чтобы погладили, его ласкают, наверное, редко. Ой ты, нельзя людям доверять, нельзя. Понимаешь? Хороший такой. Жалко так всегда, то собак бродячих, кошек маленькие, бедные. Знаете, что больше всего надоедает в походе многодневном? Прям очень надоедает, просто задалбливает. Ну, лично меня. Это взад-вперед собирать, разбирать рюкзак и палатку. Это просто вообще для меня жесть просто. Так надоело уже. Ты такой собакин, да? Ой, ты такой хороший. Ты такой собакин хороший. Господи, я бы всех забрала. Я бы всех забрала, только куда? Куда? Понимаешь, я же совсем вообще 1000 километров отсюда живу. Мне тебя и взять-то некуда, даже если бы в моем городе. Да. О, лапу дал. Лапу дал. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. А, ты жопа такой. Жопа такой. Все, прибалдел. Прибалдел. Ну я ж не могу тебя тут часами ласкать. Мне надо дела делать, понял? Вкусно? У меня совсем кусочек остался только. Короче, скармливаю остатки сыра. Все, у меня больше нету. Вот, пусто. Все. Все. У меня больше таких вкусняшек нет. Поставила греть воду. Наведу сейчас себе бурдюк, помою голову. Я решила, что я голову помою сегодня, а сама помою завтра утром, потому что тут туристы ходят мимо, люди на машинах ездят, а тут прям сразу видно у реки. Вот, и я нормально не смогу зайти. А рано утром вряд ли кто-то тут будет ездить, ходить. Пока вода закипает, дровишек потаскаю немножко.
уж я сегодня прошла, блин. Зато дровами тебе обеспечено на вечер. Как же здорово, когда голову хотя бы помоешь. Голову, шею, уши, лицо, уже ощущаешь себя намного чище. Вот так вот у меня вещички сушатся, проветриваются. Я уже вот так мелких веток наломала. Вот с этой дровины. Слизень. Ты откуда тут? Ты давай уходи, мне надо чаек пить. Вот столько у меня дровишек, вот столько и вот столько еще. Так что сегодня у меня будет нормальный костер. Дождя нет, хорошо. Вот когда уже такие вот угли хорошие, когда уже все так раскалится, то такой жар прям идет от этого. И потом в этом костре все горит. Вот даже я бывала прям насквозь мокрые бревна клала, и постепенно они прогорали, просушивались, прогорали. И тут вот еще по краям камни такие большие, и они очень сейчас горячие, и от костра прям идет такой жар. Я сижу, прям так хорошо греюсь вообще, прям уходить даже не хочется.
Я сегодня вообще от костра не хотела отлипать. Так мне его не хватало все эти дни. Так я мерзла. Сегодня вообще просто у костра залипала так долго, не хотела уходить. Все дрова сожгла. Такая довольная, и зефирки поела. И самое главное, знаю, что завтра мне не надо никуда торопиться. Можно выспаться, можно сегодня посидеть подольше у костра. Вот. Конечно, жалко, что я не вижу сказку Кавказа, но я, честно говоря, не сильно-то расстроена. Все всегда воспринимаю так, как должно быть. То есть, если так случилось, значит, так должно быть. Все. Такие дела. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Ночь была холодная вообще. Я не ожидала, что внизу будет так холодно. Ну, у реки, наверное, поэтому. Влажность высокая. Сейчас где-то 8:30 утра. Я дала себе выспаться. Сейчас буду потихоньку собираться, завтракать. И если хватит мне сил, искупаюсь. Костровище еще горячее. Даже еще дымило маленько с утра. Прям можно руки погреть. Очень холодно с утра. Там уже на дороге солнце, там, наверное, тепло. Сюда солнце не попадает, тут очень холодно. Это подряд. Просто вообще. Да тут так хорошо телу стало. Помылась, сейчас чистенькая, к людям выйду. Влажность настолько высокая, что палатка насквозь мокрая с двух сторон. И я все не могла дождаться, пока она высохнет. Уже время без 10:10. Короче, я сняла тент, вот так на солнце унесла. Потому что я, получается, в тени стою. И никак она не просохнет. Сейчас и вот эту саму палатку куда-то на солнце надо, потому что я тент снимала, замочила ее всю. Вон, мокрая. Так собираюсь потихонечку.
Вещи уже вот почти собрала. Все, я собралась. Теперь мне главное дойти до Архиза. И самое главное сегодня смочь уехать до Минеральных вод. Оттуда еще через один город я буду добираться в следующий поход. Но какой поход, вы узнаете в следующем фильме. Самое сложное, я никогда не говорила, это не сам поход, а переезды между походами. То есть из города в город, чтобы везде успеть, попасть на автобус, на поезд, чтобы везде время совпало, чтобы нигде на ночь там на каком-нибудь вокзале не остаться. Вот это самое сложное, переезды между городами. А сам поход это уже более-менее предсказуемо. Вот. Поэтому сейчас мне нужно вот эти переезды как-то, чтобы все удачно мне сложилось. В следующий поход добраться без проблем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, все читаю, стараюсь всем ответить. Буду очень рада, если побалуете меня донатиком. До встречи на моем канале. Всем пока-пока.